Привет, друзья! Сейчас третий день моего путешествия по Грузии. Утро, я уже собрался, готов к выходу. Ночевал в очень таком красивом, живописном, я бы даже сказал, месте. Такие скалы кругом. Я на самом деле сюда спрятался от ветра. Вчера очень сильный ветер был. Я подумал, что со всех сторон окружено скалами. И, наверное, ветра здесь не будет. Но, к сожалению, я эпически ошибся. Ветер был очень сильный, утром палатку просто загибало, складывало, и, в общем, ветрище было очень сильный. Вчера я только вышел со стоянки, буквально там 4 метра проехал, у меня покололось колесо, там веточкой какой-то. Ладно, колесо заклеил. Проехал я, значит, дальше метров 500, и произошел случай, который заставил меня очень сильно напрячься. Вот этот вот незатейливый механизм вышел из строя. Увидел, что он расколот. На этом я подумал, что, конечно, видимо, мое велопутешествие закончилось. Это произошло рано утром, часов в 7 утра. Нужно было чего-то делать. Ну, собственно, второй день. На второй день такая штука случилась. Поэтому я поехал в Тбилиси. В автобусе ехали одни местные, одни грузины. Они начали меня расспрашивать. Когда я им сказал, что сломался велосипед, через 10 минут поездки в автобусе уже весь автобус бурно, с кавказской эмоциональностью решал, что мне делать, куда мне лучше ехать, где мне лучше покупать. И начались звонки друзьям, товарищам, знакомым, кахам, вагам и прочим, кто знает, там, кто знаком с велосипедной темой, куда ехать, где покупать запчасть. И с их помощью я нашел магазин, купил какую-то вот китайскую фигуру. Не знаю, насколько долго она проработает, но, в общем, ехать с ней можно, поскольку я пользуюсь активно только передним переключателем. В принципе, то, что он у меня на одной передаче застыл, я его даже не трогаю, не переключаю. Он переключает, я его настроил, но я что-то побаиваюсь немножко, какая-то, на мой взгляд, ненадежная система. Сегодня я пойду в Уплисцихе. Итак, Уплисцихе. Это руины древнего пещерного города, одного из первых на территории современной Грузии. Он был построен в конце второго – начале первого тысячелетия до нашей эры и являлся крупным торговым и культурным центром, пережившим несколько волн подъемов и спадов. Эти улицы помнят опустошительные набеги арабов в X веке, сельджуков в XI, в XIII-XIV веках сюда несколько раз приходили армии монголов, а в XIX веке кто-то из расквартированных неподалеку солдат или офицеров русской армии оставил на каменной стене церкви свой автограф. История города очень богата, я лично, как человек, увлекающийся историей, в том числе военной, был очень впечатлен. В Грузии есть более известный пещерный город под названием Вардия, но он находится совсем в другой стороне. Я там не был, и поэтому как-то сравнить или прокомментировать не могу. Тем же, кто проездом оказывается в горе, можно заглянуть сюда просто, как говорится, по дороге. Уплисцихе находится на востоке всего лишь в 12 километрах. Мой дальнейший путь лежал в город Гори. Гори, пожалуй, больше всего знаменит тем, что здесь родился самый знаменитый в мире грузин – Иосиф Виссарионович Джугашвили, впоследствии взявший псевдоним Сталин. Имя, которое в свое время заставляло трепетать миллионы людей не только в Советском Союзе, но и в Европе и в других частях света. Этот человек, являющийся, пожалуй, одним из самых неоднозначных персонажей мировой истории, родился в этом городе и закончил здесь духовное училище. В Горе находится музей Сталина, но как-то его особенно отметить я не могу, поскольку, во-первых, все исторически значимые события, связанные с именем Сталина, прошли в других местах. А во-вторых, про Сталина уже и так очень много сказано, проспорено, и я бы не сказал, что посещение музея как-то по-новому раскрыло мне его личность или мотивы его поведения. Да, в этом городе родился один из самых могущественных и влиятельных людей 20 века. На этом, пожалуй, все точки пересечения города Гори и будущего отца народов заканчиваются.
На возвышенности прямо в черте города находится крепость Горисцихи, первые упоминания о которой датируются XIII веком. Когда-то земля под моими ногами была местом сражений и ожесточенной борьбы за власть и влияние. Сюда приходили турки и персы и другие могущественные армии тех времен. Прогулявшись по крепости, я начал привыкать к тому, что каждый метр земли в Грузии хранит какую-то историю, какую-то память. На каждом крупном холме располагаются крепости или храм, или еще какие-то древние руины. Дух времени и истории витает где-то в воздухе, и я нахожусь прямо здесь и сейчас внутри всего этого. После размышления об истории и роли человека и личности в этой истории, навеянными прогулками по городу Гории, я, переночевав у местных жителей, с утра выдвинулся в направлении Чаатуры. Мне предстояло преодолеть более 100 километров за один день по довольно гористой местности. Об этом я расскажу уже в следующей серии.